девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам, хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам. Я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно. Поэтому, если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. Также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас, во времена отсутствия монетизации, меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам. Спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем вот такую шикарную кофту-сеточку. Вяжется она максимально просто и очень быстро. Она может быть как самостоятельным изделием, например, поддевать под нее топ и носить с джинсами, с юбками, с брюками. Либо как праздничный вариант, например, поддевать как накидку на какое-либо платье. Принцип вязания максимально простой. Мы еще с вами не вязали такого плана изделия. Я хотела еще летом показать вам, как связать подобного плана какую-либо сеточку, кофту, платье, накидку, например, на пляж, на купальник и так далее. Но лето закончилось, и как раз хорошо подвернулся случай. И вот я вам показала на примере кофты-сеточки с пайетками, например, которую можно надеть на платье, на Новый год, на день рождения. У нас еще впереди много праздников. Здесь не будет пришивных деталей, что тоже большой плюс. Мы начнем вязать вот здесь от шеи, то есть начнем вязать вот так по кругу вот такую вот детальку, довяжем до нужного момента. Вот отсюда начнем вывязывать рукава с этой стороны и просто потом начнем вывязывать тело кофточки. У меня осталась вот эта пряжа, которую мы вязали. Вот этот наш кардиган с капюшоном. Шикарная пряжа, прям она очень мне полюбилась. Я еще не видела подобного плана пайетки. Очень качественный, прям супер. Но что говорить, это итальянское производство. Говорит само за себя. Цвет у меня 151 какао, 98% катон, 2% пайетки, в 50 граммах 120 метров. Также у этого производителя есть другого плана пайетки, более овальные. Это серия Кассиопея, тоже шикарная. Я хотела сначала их попробовать, из них попробовать связать. Но у меня осталось полмотка вот от нашего мастер-класса, и я хотела их куда-то использовать. Так что при желании можете из Кассиопеи связать. Но там я, насколько поняла, чуть-чуть ворсистая сама пряжа, на которой сидят вот эти пайетки. Эффект будет, возможно, чуть-чуть другим. Смотрите, что из себя представляет пряжа. Вот на тоненьких ниточках катоновых намотаны, прицеплены вот такие вот большие и маленькие пайеточки. Блеск от них потрясающий, просто вот как маленькие зеркала. Я вязала крючком 4, вы можете вязать любым удобным. Я вязала не плотно, просто чтобы мне удобно было держать крючок. Я не хотела маленький. Можете вязать, брать 3, 3,5, 4, 4,5, даже пятерку. Просто посмотрите, как у вас получается полотно, и вяжите любым вам удобным. Это все, что осталось от 1,5 мотка. Набираем такое количество петель на воздушную цепочку, какой вырез вы хотели бы иметь на своей кофточке. Например, вы хотите более закрытый вырез, да? Делаем, значит, поменьше количество петель. Если вы хотите такой длинный вырез, например, от ключицы до ключицы, либо чтобы он у вас вот так спадал с одного плечика, значит, вяжем большее количество петель. Каждый раз все это примеряем на себя перед зеркалом, смотрим, нравится или нет. Делаем закрепительную петельку, как обычно. И набираем самую обычную воздушную цепочку. Я буду провязывать не сильно тугие петли. Вы делаете так, как вам больше нравится. Это, в принципе, ни на что не влияет. Я набрала цепочку из 110 воздушных петель. В нерастянутом виде оно у меня получилось 80 сантиметров. Это я просто вам для ориентира. Не нужно подгонять под мои размеры. Все смотрите по себе. Итак, смотрите, довязала последнюю петельку. Тут, в принципе, вообще не важно, четное, нечетное количество петель будет. И желательно, конечно, сделать так, чтобы вот эта ваша воздушная цепочка не перекручивалась. И вот так замыкаем в самую первую петельку изначально набранной косички. Самая первая петля. Можно вот за заднюю перемычку продеваем в нее и провязываем просто соединительный столбик. То есть замыкаем нашу цепочку в круг. Готово. И с этого момента вам нужно понять, какого размера ячейки вот эти вы хотите получить. То есть, смотрите, я набираю 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И провязываю столбик без накида в 4-ю петельку от крючка. Вот она, первая свободная, 2, 3, 4. Можно вот за заднюю перемычку. Столбик без накида. Можете соединительный столбик провязывать, как хотите. Далее провязываю абсолютно то же самое, то есть по кругу. И все дальнейшее полотно мы будем провязывать одинаково. То есть как вы начали в самом начале вязать, так мы и продолжим. Опять вяжу 8 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 8. И опять в 4-ю петельку свободную провязываю столбик без накида. Так, вот она следующая. 1, 2, 3, 4 свободная. Провязываю в нее столбик без накида. Опять делаю 8 воздушных петель, опять подсоединяюсь в 4-ю и таким образом провязываю до конца. Вот смотрите, какого размера примерно получаются вот эти мои ячейки.
То есть вы можете провязывать абсолютно любое количество петель на воздушную цепочку, вот эту, да, то есть, например, 5 петелек провязали, и абсолютно в любое место вы можете подсоединяться на вот этой нашей изначально набранной цепочке. Можете подсоединяться в третью, в четвертую, в пятую, то есть если вы дальше подсоединитесь, она у вас будет, получится такая более плоская, как бы, ячейка. Если вы наберете большее количество петель, вот здесь, как я, 8, вы наберете, например, 12, у вас получится большая ячейка. То есть сами подбирайте все индивидуально по себе. Ну вот я примерно поняла, что хочу вот такие ячейки у себя. И все таким образом провязываем первый ряд, то есть набираем нужное количество петель на воздушную цепочку, подсоединяемся, тут же набираем это же количество петель, подсоединяемся и провязываем так до конца. Вот подошли к началу вязания, вот наша первая ячейка, вот предпоследняя. И вот в этот оставшийся промежуток впишите такую ячейку, которая вот у вас получится. Ничего страшного, что у вас не получится ровно такое количество петель пропустить, как вот вы пропускали на всех предыдущих. Вот у меня осталось раз, два, три петельки, а мне нужно 4, да, ничего страшного. Я точно так же набираю 8 своих петель, даже причем можно набирать вот в эту последнюю, просто лишь бы вписать не 8, например, как в моем случае, а, например, 7. Так, 7-я петелька. И провязываю вот прям в самое начало вязания вот в эту петельку. Также столбик без накида, либо соединительный столбик, как вам удобно. И давайте я соединительный столбик провяжу. Даже если у вас эта арочка самая последняя получится меньшего размера или как-то будет отличаться от предыдущих, ничего страшного, это будет только лишь вот в первом ряду, во всех последующих этого будет не видно. И в принципе эта арочка затеряется, ее можно потом будет назад, к примеру, на спинку спрятать, ничего страшного. Вот каким получился наш первый ряд. Еще раз, вот в таком состоянии померьте на себя через голову, все ли прилезает, нравится ли вам, как вот так сидит у вас на плечиках, смотрите, нравится ли вам вырез. Если все хорошо, все устраивает, продолжаем вязание. И сейчас нам нужно подобраться к самой вершинке вот этой первой арочки самой. Провязываем соединительные столбики, либо столбики без накида, вот прям до середины этой арочки. Вот ныряем в ячейку, провязываем первый. Ну вот, я столбик без накида провяжу. Не затягивайте эти столбики. Первый, второй. Ну вот, до серединки, до вершинки можно еще один, третий. И прямо отсюда продолжаем провязывать наши ячейки. Все будет очень просто. Будем считать только количество воздушных петель. Оно будет точно таким же, как вот вы набирали на вот эти ячейки. Считать, куда подсоединяться, не нужно. Будем подсоединяться каждый раз в серединку вот следующей арочки. Вот в эту и все в последующие. Я набираю 8 своих воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И столбиком без накида, либо соединительным столбиком подсоединяюсь в следующую арочку, вот прямо в вершинку. Ну, давайте я буду провязывать столбиками без накида. Опять набираю 8 воздушных петель. И также столбиком без накида подсоединяюсь в следующую арочку, вот прям в самую верхушку. Провязываю. Все, вязание максимально простое. Просто считаем количество воздушных петель на вот эти вот арочки и просто подсоединяемся столбиками без накида. И так провязываем до конца ряда. Вот мы опять подошли к началу вязания. Вот это наша первая арочка второго ряда. Вот это первая арка первого ряда. Сейчас набираем воздушную цепочку из вашего количества петель. Столбиком без накида, либо соединительным столбиком подсоединяемся вот прям в верхушку этой арочки первого ряда. Вот видите, мы подбирались столбиком без накида к верхушке, вот в эту верхушку. Продеваем крючок, провязываем соединительный столбик, либо столбик без накида. В конце я провязываю обычно соединительный столбик. Все, вот наш второй ряд готов. И каждый новый ряд будем начинать одинаково. Подбираемся к верхушке этой ячейки, точно так же соединительными столбиками, либо столбиками без накида. Такое количество провяжите, какое вам нужно, чтобы вот подобраться прям к самой верхушке. У меня это вот 3 столбика без накида. Все, и прямо отсюда, с верхушки, провязываем воздушную цепочку из вашего количества петель, подсоединяемся к этой арочке, воздушная цепочка к этой арочке и делаем все абсолютно то же самое до конца этого ряда, потом опять подсоединяемся сюда, столбиком без накида подбираемся к арочке и провязываем такое количество петель до того места, где вы хотели бы, чтобы у вас начался рукав. Все это примеряйте каждый раз на себя, смотрите, где вы хотели бы, чтобы начался ваш рукав, то есть провяжите какое-то количество рядов. Раз смотрите, что вот с этого места вы хотели бы, чтобы у вас уже начался здесь рукав, здесь тело нашей кофточки.
Итак, вот что у меня получилось. Я всего провязала 9 рядов. В длину в нерастянутом виде примерно 20 сантиметров составляет. Смотрите, вот я специально сфоткалась, примерно до какого момента я остановилась. Вы можете делать абсолютно по-своему. Можете и раньше начинать вывязывать рукав. Можете сделать так, чтобы под подмышкой было побольше расстояние. Это вы уже сами смотрите, как вам больше нравится. И также, стоя перед зеркалом, я поняла примерно, какой ширины рукав я хочу. Можно делать их широкий рукав, тоже такой прям красивый будет свисать. Либо можно наоборот прям по руке, либо что-то среднее. Тоже выбирайте сами. Я вот специально отметила маркерами. Я отметила по бокам по 4 вот этих ячейки. То есть, смотрите, раз, два, и вот сзади 3, 4. И вот между вот этими маркерами отмеченными я сейчас провяжу воздушную цепочку. Длина вот этой цепочки также индивидуальна. Тоже примеряйте на себя, провяжите одну цепочку, примерьте на себя, не стягивает ли вот эти две половинки, переднюю и заднюю, так близко слишком друг к другу, либо наоборот, не слишком ли они свободны. И эта воздушная цепочка должна быть кратна вашему расстоянию, когда вот мы делали, помните, в самом первом ряде, вот пропускала я лично, пропускала 3 петельки, вязала в 4, набирала воздушную цепочку, пропускала 3 петельки, вязала в 4. То же самое и у нас здесь должно получиться, потому что потом по этой воздушной цепочке мы также будем провязывать вот эти наши арочки. Еще смотрите такой момент, я этого не учла, когда начала вязать, но всего предусмотреть невозможно. Я вам советую сделать так, чтобы общее количество по кругу ваших ячеек было четным. Смотрите, у меня получилось это нечетное количество. Получается, вот я сейчас отметила здесь 4 ячейки для своего рукава. Здесь отмечаю 4 с этой стороны. И получается, что напереди либо на спинке у меня получается одна лишняя ячейка. То есть будет эта деталька чуть-чуть шире. Возможно, этого даже будет не видно. Но вот чтобы не было такой ситуации, просто сделайте так, чтобы по кругу у вас было четное количество ячеек. Сейчас будем провязывать вот эту воздушную цепочку. Так, вот они, мои 4 ячейки для рукава. Это как бы внешняя часть, наружная. Подсоединяемся в место, где вот состыковываются 2 арочки. Вот прям между ними. Вытаскиваем нить. Делаем закрепительную петельку. И я провязываю воздушную цепочку из 8 петель. Они кратно 4. Вы провязываете свое количество. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Берем противоположный край. Также в пространство, вот где состыковываются вот эти 2 арочки, провязываем. Можно столбик без накида, соединительный столбик, как хотите. Столбик без накида. И сейчас будем вывязывать наш рукав. Делаем то же самое. Сейчас нам нужно подобраться к вершинке этой арочки. И, кстати, еще один способ. Можно вот такими соединительными столбиками, именно захватывая петельки этой ячейки, подбираться к вершинке. Все, отсюда набираем такое же количество воздушных петель, какое у вас было на вашей арочке. Подсоединяемся в верхушку следующей ячейки. И так далее вяжем до нашей воздушной цепочки с этого края. Подошли к воздушной цепочке, вот она. Из последней арочки также поднялись на нужное количество воздушных петелек. Подсоединяемся столбиком без накида прямо вот в этот промежуток между ячейками предыдущего ряда. Все, и отсюда набираем опять такое же количество петель, которое вам нужно на вашей арочке. Я набираю 8 петель. На воздушной цепочке пропускаю 3 петли, вяжу в 4. 1, 2, 3, 4. Делаю опять 8 воздушных петель. Опять пропускаю 4 петли. 1, 2, 3, вяжу в 4. Делаю еще 8 воздушных петель. И подсоединяюсь прямо в самое начало вязания, как мы и делали обычно, когда заканчивали ряд. Вот прям в начало арочки. Опять подбираемся соединительными столбиками к верхушке арочки. Все, и продолжаем вязание в нашем обычном темпе. То есть, смотрите, у нас теперь будет вырисовываться рукав. Вот такой у меня рукав получится. Все, и вяжем нужное количество рядов такой длины, который вы хотите рукав. Это может быть как и футболочка, да, какой-то укороченный рукав, может быть и 3/4 до локтя, может быть сильно длинный. Так что смотрите, примеряйте каждый раз на себя. И вот что у меня получилось. На свои рукава я набирала 16 рядов вот этих вот арочек. Второй рукав вяжем абсолютно идентично. После того, как свяжем первый рукав, вот так аккуратненько приложите друг к другу все вот эти ячейки и подберитесь ко второму рукаву. То есть, чтобы у нас все было ровненько, аккуратно.
обратно. И сейчас остается нам вывязать только лишь тело нашей кофточки. А вот здесь у меня закончилось вязание, я обозначила маркером, чтобы петелька не развязалась. Вот в этом месте, на теле нашей кофточки, там, где мы закончили ряд и потом приступили к вывязыванию рукавов, здесь мы ниточку обрезаем, закрепляем на изнанке. То есть вот так у нас должно выглядеть окончание. Вот эта последняя арочка, мы подсоединились, все, здесь обрезали ниточку. Далее подбираемся к одному из рукавов. Вот смотрите, вот это наша воздушная цепочка. Вот она. Сейчас в нее мы должны вписать нужное количество арочек. Смотрите, вот у меня от тела моей кофточки, вот у меня последняя арочка. Потом я начала вывязывать вот эту свою воздушную цепочку. Подсоединяюсь в основание этой арочки. Она как бы основание арки и начало вот этой воздушной цепочки, которая у нас как бы под подмышкой. Продеваем крючок, вытаскиваем рабочую нить, делаем закрепительную петельку. И я провяжу, скорее всего, вот в этот промежуток до вот этой следующей арочки, да, вот, где также начало основания арочки и вот этой моей воздушной цепочки. Вот в этот промежуток я, скорее всего, впишу 2 арочки. Вы смотрите сами по факту, как лучше будет смотреться. Набрала 8 воздушных петель, подсоединяюсь прям в самую серединку. Набираю отсюда же еще 8 петель. И подсоединяюсь вот прям в основание арочки и окончание воздушной цепочки. Здесь мы ниточку также обрезаем, закрепляем. Далее на втором рукаве делаем абсолютно то же самое. То есть, смотрите, вот эта воздушная цепочка под подмышкой, которую мы делали, когда начали вывязывать рукав. Вот это моя ячейка, которая закончилась перед воздушной цепочкой. Вот это началась. И вот эти я провязала сейчас 2 ячейки, идентично как вот на первом рукаве. Все, и вот этот наш край, вот этот ряд состоит полностью из вот таких вот закрытых ячеек. Сейчас можно подсоединиться абсолютно в любом месте. Я подсоединюсь где-то сзади на спинке, вот прям в самое основание арочки, в самую верхушку. Подсоединяю нить. Делаем закрепительную петельку. И все, с этого момента делаем все то же самое, вяжем по кругу. Сейчас набираю 8 своих петель. Подсоединяюсь в следующую арочку, как обычно. Далее делаем все то же самое. Смотрите, вот здесь мы подходим к рукаву. Здесь у нас также вот эти провязанные арочки, которые мы только что проделали. Провязываем до следующего рукава. Подходим к началу вязания. Тут подсоединяемся. Потом подбираемся, как обычно, к верхушке этой арочки. И просто провязываем нужную длину вашей кофточки. Я провязала еще 12 рядов, и вот такая классная кофточка у нас получилась. Здесь в длину получилось примерно 54 сантиметра. В ширину я даже не знаю, как ее померить. Я могу и в таком растянутом виде померить, и вот в таком. В принципе, это вообще не имеет никакого смысла. Вы всю эту кофточку вяжете прям конкретно по себе. И смотрите, когда я ее полностью связала, что я вам могу посоветовать, чтобы вы не столкнулись с такой же проблемой. Вот этот подрез, вот этот вот вырез, где начинается рукав, у меня он получился слегка ниже, чем мне хотелось бы. То есть вот эту бы часть, которую мы связали, когда у нас она на плечиках лежала, я бы связала на 1, даже на 2 рядочка поменьше, чтобы начало рукава здесь под подмышкой было чуть-чуть повыше. Сейчас он чуть-чуть, возможно, сковывает движение, но не сильно. Потому что эта сеточка очень эластичная, но было бы классно, если бы он был, вот этот подрез, чуть повыше. Еще представьте, какое шикарнейшее платье получится, если его продолжить вязать вниз, также на какое-нибудь платье-комбинацию. Просто шикарная вещица получилась, прям снимать не хочется. При свете лампы просто потрясающий блеск дает. Вяжется она максимально просто, как вы уже заметили, и быстро. Так что обязательно попробуйте связать. Всем спасибо за просмотр, всем пока!